Здравствуйте, мои дорогие друзья, гости, подписчики моего канала, садоводы, огородники и цветоводы. Сегодня будет очень интересный ролик. Я вам расскажу, как я ухаживаю за саженцами, которые купил ранней весной, сейчас конец марта. И многие из вас, так же как и я, в это время стараются купить какие-то новые растения, новинки, либо новые сорта. Все мы ходим по садовым центрам, что-то мы покупаем в интернете, что-то мы берем просто у знакомых или у друзей. И сегодня я вам расскажу, что делать с метельчатой гортензией. К примеру, вы купили саженцы метельчатой гортензии, что с ними делать? Поскольку сейчас еще конец марта, а высаживать в грунт их еще рано, вот как их сохранить, как сформировать молодые саженцы гортензий метельчатых, чтобы они дали хороший прирост и зацвели в этом году максимально эффективно и красиво. Сегодня я вам об этом расскажу, покажу, какой грунт я использую, вообще покажу все от и до, что я делаю с саженцами метельчатых гортензий после их приобретения либо покупки. Но какие-то саженцы я выращиваю сам, и я вам их тоже сегодня обязательно покажу. Давайте сейчас перейдем и посмотрим, как я это делаю. Итак, для примера я взял два саженца, в литровых горшочках они растут. Это сорта метельчатых гортензий Cotton Cream и Mojito. Очень красиво, декоративно цветущие метельчатые гортензии. Сразу скажу, что эти гортензии я не покупал, я вырастил их сам в прошлом году. Можете посмотреть весь процесс укоренения из черенков я показал в своем прошлом видео. Ну а сегодня я вам покажу формировку данных саженцев на две почки. Покажу, как я их обрежу и покажу, как я их пересажу. Потому что таких литровых горшочков им будет уже маловато в этом году, и их, конечно, нужно пересадить в более просторные емкости. Емкости я уже вот здесь подготовил. И кроме этого я вам еще покажу пересадку вот такого саженца метельчатой гортензии. Я его недавно купил. Это сорт Infinity. Тоже очень интересный сорт. Невысокий, высотой до метра. И обязательно покажу вам грунт, который я использую при выращивании саженцев, а также рассады, потому что от качества грунта, как вы понимаете, зависит очень многое. Ну и давайте сначала, пожалуй, займусь я пересадкой саженцев, потом я их обрежу. Подготовил я вот такие вот емкости 3-литровые. Ну и заодно посмотрим состояние корневой системы, которая в прошлом году наросла на моих саженцах. Аккуратно вот так снял горшочек. Ну, как вы видите, корешочки беленькие, достаточно хорошо развиты. Практически вот заплели они ком земли в этом горшке. И видно, что им уже тесновато. Буду пересаживать перевалкой. Ни в коем случае не надо нарушать земляной ком. Так, ну и как обещал, показываю вам грунт, который я использую. Называется он Земдорф. Универсальный грунт для практически всех растений. Давайте посмотрим, как он выглядит. Вот с первого вида он мне понравился. Хорошая такая сбалансированная у него структура. Похож немножко на такой на чернозем. То есть нету в нем таких вот торфянистых волокон, которые часто присутствуют в грунтах. С виду очень хороший. И есть в нем, как я вижу, песчинки. То есть это, видимо, добавлен песок для разрыхления. Давайте посмотрим, что написано на обратной стороне. Ну, здесь много у него хороших качеств. Смотрю, добавлен уже микроэлементы присутствуют. Обогащен важнейшими макро и микроэлементами. Природные биологически активные добавки. Ну что ж, я думаю, хороший грунт. Давайте посмотрим, что по удобрениям. Ну вот здесь массовая доля питательных веществ, элементов питания. Азот 300, фосфор 200, калий 430 и нейтральная pH 5,5.
Такой грунт подходит для большинства растений, которые мы выращиваем, в том числе для рассады, ну и, естественно, для пересадки гортензий он также подойдет. Хорошее содержание калия, ну и, соответственно, вот видите, микроэлементы все присутствуют. Так, сейчас я заполню емкость. Ну, грунт, как вы видите, достаточно хороший, такая у него структура. Мне, по крайней мере, вид его очень даже нравится. Ну вот смотрите, сажаем, не разрушая почного кома, естественно, пересаживаем саженец. Корневая шейка у нас остается на месте, мы ее не заглубляем, это важно. Ну и просто по бокам досыпаем грунтом. Вот обратите внимание, я по краям горшка вот так еще грунт уплотняю, чтобы не было пустот. С помощью вот такого белого маркера, который используют сварщики в своих работах, я подписываю каждую емкость с растением название сорта. Ну а теперь давайте перейдем к обрезке и формировке. Вот смотрите, здесь очень важно определить, где расположены почки, поскольку они еще не раскрылись, но их уже видно. Вот смотрите, я обрезаю вот эти боковые побеги, они не нужны. И оставляю вот в этих местах две почечки. Вот отсюда и вот отсюда пойдут новые побеги. Поэтому я его вот так вот укорачиваю. Вот смотрите. Вот здесь раскроются две почки и будут два побега. Ну и, конечно, после посадки, пересадки саженца его нужно обязательно полить. Вот обратите внимание, в воду я добавил немного марганцовки, сделал розовый раствор для того, чтобы подавить болезнетворные микроорганизмы, если такие появятся. Так, ну давайте теперь перейдем к распаковке купленного в питомнике саженца метельчатой гортензии сорта Infinity. Здесь нужно аккуратненько ножом просто разрезать целлофан, в который он упакован. Вот таким вот образом. Обратите внимание, что некоторые корешки вот завернуты наверх. В этом случае нужно обязательно корешки все расправить, чтобы они ни в коем случае не загибались наверх. Частично они, вот как видите, подрезаны. Ну, делается это для того, чтобы, естественно, было проще упаковать. В дальнейшем до потребителя донести. Вот видно, что саженец был, на мой взгляд, несколько заглублен при посадке. Видно, что уровень почвы где-то был вот здесь примерно. Мне кажется, это достаточно все-таки глубоко. Я его не буду так глубоко сажать. Я его посажу примерно вот на эту глубину. Вот видите, потому что, в принципе, метельчатая гортензия не любит заглубления. Но видно, что корни достаточно высоко растут. Может быть, я их даже, вот эти корешки, просто-напросто вот так вот удалю лишние. А так корни хорошие, не подгнившие, беленькие. Видно, что это растение, думаю, что это, ну, как минимум двухлетка, а то и трехлетка. Росла, скорее всего, она в открытом грунте, потому что хорошо развитая корневая система. Ну и сейчас я его посажу вот в такой вот горшочек на доращивание. Высаживать в открытый грунт я буду его примерно в конце мая. Ну а до этого он у меня порастет вот в этом горшочке. Обрезать я побеги не буду. Я планирую в дальнейшем взять некоторое количество почек для размножения, для укоренения данного сорта гортензии, потому что у меня такого нет, у меня всего лишь один саженец. Хочу сделать из него дополнительно еще несколько саженцев. Ну и теперь здесь важно, конечно, правильно посадить. Хоть и расти он будет всего лишь
1,5 месяца в данном горшочке, но ему должно быть, конечно, этому саженцу комфортно. Поэтому стараемся не загибать корни вверх. Так, аккуратно придерживаю растение и со всех сторон его заполняю грунтом. Да, грунт хороший. Как я говорил, от грунта много зависит. Вот заметил, попадается также керамзит, шарики керамзита. Это очень хорошо. Керамзит, внесенный в грунт, также приносит большую пользу. Вот лишние, видите, тут корешочки. Росяные, я бы их назвал по аналогии с виноградом. Они не нужны, потому что, как я говорил ранее, растение, похоже, было немного заглублено в питомнике. Ну вот смотрите, хорошо я вот так вот еще уплотняю по краям емкости. Ну и, конечно, обязательно поливаю. Итак, пересадил я 2 саженца гортензии. До момента пересадки в открытый грунт они у меня будут находиться в теплице. Пересажу я где-то примерно в конце мая, как минует угроза возвратных заморозков. А нахожусь я в Московской области. У нас часто бывают в конце мая заморозки. Грунт мне понравился. Кому интересна более подробная информация по данному грунту, будет приложена ссылочка в описании под роликом. Посмотрите. Там будет вся информация о грунте, который я вам сегодня показал. Ну а вот это растение я, конечно же, также по аналогии пересажу. Здесь с обрезкой немножко попроще. Вот видите, здесь 2 почки. Это сорт Мохито. Я отрезаю примерно, оставив небольшой пенек, примерно около 5 мм над почками. Пойдут 2 побега. В дальнейшем можно будет сформировать красиво цветущее растение. Можно было бы обрезать и пониже. Здесь еще есть 2 пока спящие почки, но я хочу сформировать на небольшом таком штамбике, и в дальнейшем пойдут уже от него 2 боковых побега из почек. Друзья мои, если у вас остались вопросы после просмотра данного видеоролика, вы можете задать их в комментариях. Также в комментариях вы можете поделиться вашим опытом выращивания метельчатых гортензий в ваших условиях. Напишите, какие сорта вы выращиваете. Поделитесь своими впечатлениями от этих сортов. Подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить мои новые видеоролики. Всем большое спасибо за просмотр. Хорошего вам цветения.